Что если загнать один танк на другой и пальнуть фугасом по нижнему? Получит ли урон вышестоящая машина? Можно ли с помощью полоски ХП вражеской команды узнать, попал ты блайндом или нет? Как разогнать Тога 2 до 80 км в час? И еще один секретный эксперимент. Буду ждать вас в новом выпуске Разрушителей мифов. Да, ребят, я знаю, что следующим роликом должна была быть новая рубрика, но мы решили хорошенько допилить ее до идеала и потом только выпускать. Поэтому обновляем наши требования. Как только на этом ролике наберется 7000 лайков, то мы сразу ее дропаем на канал. Также досмотрите этот ролик до конца, ведь в его финальной части мы разыграем 15 000 голды за подписку. А если вы хотите, чтобы следующий выпуск вышел гораздо быстрее, то напишите об этом в комментариях под этим роликом. Ну а пока запрыгиваем в наш поезд Вудхаба и отправляемся в страну разрушителей. Не переключайтесь. Начнем сегодняшний выпуск с чего-то взрывоопасного, например, фугасы. Все же знают, что эти снаряды способны наносить урон, детонируя рядом с целью. У нас тут возник вопрос, что если загнать один танк на другой и пальнуть фугасом по нижнему? Получит ли урон вышестоящая машина? Сейчас это и узнаем. Для эксперимента нам понадобится одна бабаха и парочка стерв. Выстраиваем мишеньки в пирамиду и готово. Посмотрим, пройдет ли урон по верхней машине. И на удивление никаких проблем. Один выстрел, 2 фрага. Предлагаю слегка усложнить задачу. В этот раз пирамида будет не из 2, а из 3 танков. Взглянем, как фугас поведет себя в такой ситуации. Первый выстрел, и надо же, урон не прошел. Хотя рано радоваться. Проведем еще несколько попыток, чтобы убедиться наверняка. Ага, как я и думал. Не со 100% вероятностью, но дамаг проходит. Раз уж мы затеяли этот эксперимент, давайте доведем его до конца. В этот раз в роли щита от осколков выступит Маус. Помимо этого загоним на него 2 теста ЛТ. Если фугасу удастся пробить Мауса, то вторая машина должна принять на себя остаточный поражающий фактор, а самая верхняя ЛТшка останется невредимым. Я, конечно, не эксперт, но даже мне кажется, что фугас не способен пробить такое количество стали. Дабы немного уравнять шансы, сменим стрелка на Т-92. Ну что ж, начнем. С первого выстрела урон не прошел. Посмотрим, как пойдет дальше. Ну, сильно далеко мы не ушли, потому что уже со второго выстрела ЛТшка получила урон. На мой взгляд, как-то нереалистично. Столько препятствий, а фугасу по барабану. Ребят, а что думаете вы? Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях под этим роликом. А если ваш коммент попадет в топ-3 по лайкам, то с нас гарантированная 1000 голды. Вот эти ребята, которые победили в прошлом выпуске, не дадут мне соврать. Врубайте свой креатив и оставляйте комменты, ну а мы двигаемся дальше. Ребята, сейчас давайте немного отвлечемся от нашего ролика и по привычке залетим на сайт woodhub.net. На сайте появился один крутой кейсик, и ходят слухи, что там дропчик, ну, нормально так подкручен, и можно выловить годные призы. Смотрите, нам тут доступен М41 90 мм максимум, продвинутый стандарт. Также, помимо этого, здесь есть крутые призы в виде голды и премиум аккаунта. Смотрите, сходу я открываю кейсик, и нам сразу же падает танчик. Вот смотрите, вообще такое возможно? Я думаю, что нет. Хотя было близко, ребят. Давайте я еще вот так вот сделаю, выйду на главную, зайду обратно в кейс, выберу 3, погнали. Все, смотрите, М41 90 мм окажется сейчас у нас на аккаунте. Но нет, кстати, вместо этого 14 дней према, что тоже достаточно неплохо. Сколько он стоит, этот пакет? Тоже 400 рублей. Смотрите, я продал все 3 приза и получил окуп. Ну-ка, я сейчас кручу, мне падает что-то плохое, я продаю и снова открываю, и будет окуп. Ну-ка. Это, походу, танк, пацаны. Да, вот он, сюда на базу. М41 90 мм продвинутый за 2620 уже окупил наш дропчик, который мы задепали на этот сайт. Ребят, ну это я не знаю. Но это хороший кейс, хороший. М41 как бы на базе. Ну, к сожалению, не максимальный, ну, грех жаловаться, так сказать, окупился все равно. Но продвинутый это тоже хорошо. Все, танчик выдал, на нем мы уезжаем с этого сайта. Но прежде я расскажу вам, что есть крутые бонусы на сайте. Есть крутой барабан бонусов. Смотрите, вы крутите барабан, и вам падает разный буст на пополнение баланса.
Кэшбэк. Опа! Вы получаете кэшбэк на 25% с пополнения вашего баланса. То есть вы пополняете 1000 и потом получите еще 250 убасов сверху. Помимо этого здесь есть еще бесплатный кейс. Но мне здесь всегда падает полная шляпа за 1 рубль. Не знаю, может когда-нибудь мне здесь 1000 голды упадет. Прям на 7 дней в халявном кейсе? Прям на 7 дней в халявном кейсе? Не, ребят, ну я считаю это занос. Ну, я считаю, сегодня нам очень с вами повезло. Прем на 7 дней в бесплатном кейсе, который каждый день можно крутить на сайте. Я его, конечно же, сохраняю. В принципе, если кто-то хочет проверить свою удачу, то, пожалуйста, залетайте по ссылке в закрепленном комментарии, используйте наш промокод и получайте 10% к пополнению вашего баланса. Но помните, что играть нужно с умом, не заигрываться. Если вам танчик выехал, то на нем уезжаете с сайта и все, и выводите, кайфуете. Если нет, то, ну, как бы, играйте с умом, ребят, и пишите в комментариях, что вам падает. Может быть, вам падает М41 максимум, а мне продвинутый. Ладно, в общем, переходим дальше к просмотру нашего ролика. Ну, если залетите, то обязательно напишите об этом в комментариях под этим роликом. В крайнем обновлении добавили полоску ХП команды, то есть индикатор, который показывает, сколько в общем ХП у противника. Такая фича раньше была в различных модпаках, и наконец-то, спустя такое время, разработчики додумались добавить это в клиент. А будет ли он показывать нанесение урона вслепую? Можно ли с помощью этой полоски узнать, попал ты блайндом или нет? Для того, чтобы это проверить, выезжаем на карту Минск, куда берем с собой 5 маусов и 10 Ягпанзер Е100. Выстраиваем мышонков на центр карты, даем ягам свестись по ним и отводим светляка. Как только маусы выходят из-за света, яги, понятное дело, открывают огонь по заранее выбранным точкам. Ну что ж, внимательно следим за полоской. И, к сожалению, не замечаем никаких изменений. Странно, может быть, яги все разом промазали? Стреляем еще и еще до тех пор, пока не лопнул первый маус. Только в этом случае полоса потерпела изменения. Получается, узнать результат выстрела вслепую, опираясь на полоску ХП вражеской команды, нельзя. И поэтому своеобразный миф развеян. Ребят, как вам такой эксперимент? Мы обычно стараемся разбавлять выпуски между жестью и чем-то интересным. И я надеюсь, что вам такой формат нравится. Кстати, если у вас есть другие интересные идеи, челленджи или мифы для наших роликов, присылайте их к нам в группу ВКонтакте или Телеграм-канал. За каждую принятую идею вы получите по 1000 золота на ваш аккаунт. Как в больших танках, так и в Блиц. Только не забывайте оставлять свои игровые никнеймы. В общем, если у вас припасена крутая идейка, то отправляйте ее нам. Ну а мы пока переходим к следующему эксперименту. Один из наших подписчиков заявил, что после рикошета снаряд теряет в дальности полета. Грубо говоря, невозможно поразить далеко стоящую цель рикошетом. В нашем понимании далеко стоящая цель — это 500 плюс метров. Ну что, интересная задачка получается. Кроме как практическим путем это и не выяснить. А значит, пора выдвигаться на карту Хайвей, куда мы взяли много бабах и довели их до шотного состояния, дабы упростить условия эксперимента и сэкономить немного времени. Стрелять, кстати, будет Е25. Давненько он не появлялся в наших видео, но в роли стены будет маус. Давайте попробуем и посмотрим, что из этого получится. Ребят, думаю, вы и сами все видели. Расстреляв большую часть боезапаса блохи, нам удалось уничтожить несколько британцев. У нас получилось уничтожить противника рикошетом с большого расстояния, поэтому миф развеян. И мы немедля переходим к финальному и самому интересному на сегодня эксперименту. Какой, по вашему мнению, самый медленный танк в игре? Думаю, что большинство из вас, не раздумывая, назвали бы Тога 2. Оно и верно. 14 км вперед и 7 км в час назад. Мягко сказать, не особо радуют в бою. Так вот, у нашего подписчика возник вопрос: а до какой максимальной скорости можно разогнать Тога 2? Лично мне было самому интересно это проверить, потому что я играл на стриме на Тоге 2. И уж поверьте, это были 3 часа мучений. Кстати, ребята, что думаете по поводу стримов на канале? Я бы с удовольствием их иногда проводил, но почему-то мне кажется, что мало людей из вас зайдут и будут смотреть прямую трансляцию. В общем, напишите свое мнение в комментариях, а мы пока вернемся к эксперименту. Для того, чтобы выяснить максимальную скорость Тога, нам понадобится аж целых 4 попытки. Для первого раза в роли толкающих будут Е50М. Выстраиваем их в танковый паровозик на вершине холма и даем команду на старт.
Ребят, думаю, Ток никогда не видел таких скоростей. Он практически летит. Максимальный результат, который показал спидометр Тога, был 73 км в час. Но так как я уже сказал, что у нас 4 попытки, то и это не предел. Поэтому пробуем еще разок. На этот раз попробуем задействовать французского колесника EBR. Повторяем все те же манипуляции, но только теперь толкать будут колесники. Казалось бы, сам EBR 105, но итоговая скорость не сильно выше – 74 км в час, всего на 1 км быстрее. Поэтому переходим к следующему претенденту. В этот раз будет толкать популярный AMX 50B. И паровозик с ними уже готов, поэтому можем начинать. Интересно, 75 км в час. Получается опять результат на повышение. Пускай и незначительное, но какой-то прогресс все-таки имеется. Ну что ж, настало время перейти к финальной попытке в финальном эксперименте. Вот такая вот своеобразная игра слов. Но поверьте, следующий претендент явно покажет, что такое скорость. На сцену выходит последний в очереди. И это CS63. Действуем по старой схеме и выстраиваем все тот же паровозик. Как только все занимают свои места, поляки переходят в турборежим. И, пожалуй, я оставлю это без комментариев. Новый рекорд мира танков по скорости на Тоге 2 составил 82 км в час. Думаю, никто лучше с этим не справится. А значит, я могу с уверенностью заявить, что это абсолютный рекорд и абсолютная максимальная скорость, которую может развить вот эта вот сосиска. Но, кстати, кто знает, возможно, разработчики добавят какие-то новые механики, и мы сможем перебить этот рекорд в ближайшем будущем. Но, как говорится, поживем увидим. На этом ролик подошел к концу. Не спешите расстраиваться, а лучше подпишитесь на этот канал. И обязательно, кстати, проверьте свой колокольчик, для того, чтобы не пропустить новую рубрику. Я напомню, такого еще не было в истории мира танков. Ну, в смысле, в танковом ютубе. Мы придумали что-то новое и максимально интересное, где, кстати, на протяжении всего ролика будете задействованы именно вы. Ладно, не буду нагнетать и подогревать ваш интерес, просто подписывайтесь на канал и ждите выхода нового видео. Да и тем более за подписку вы можете попасть в следующий выпуск вот в этот список и получить 250 голды на халяву. Этих ребят мы отбираем по абсолютному рандому. И уже больше 1 миллиона голды мы выплатили нашим подписчикам. Кстати, кто не в курсе, откуда у нас голда, посмотрите прошлый ролик. Я там об этом рассказал. Он прямо сейчас появился на вашем экране. Ну а так, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Новые выпуски выйдут совсем скоро. Пока!